Так, друзья, ну что? Смотрим, как это все выглядит. А? Так, все, сейчас едем. Напоминает звук Урал. Так. Не забывай, что здесь коробка, ёшкин кот. Так, закроем стекло. Так, куда же поедем? Поедем налево. Друзья, ну что, какие ощущения? Так, я поднял, во-первых, стекло на самый высокий уровень. Но это все равно низковато. Так, зеркала. Зеркала стоят широко. Четвертое, да? Так, ну вот. Стоит он, это, хорошо на дороге. Такие вибрации. Так, ну что сказать, первое ощущение. Классный мотоцикл, рулится это мягенько, так хорошо. Опа-на. Так, тормоза цепкие. Ё-моё, достаточно. Ну, у него 80 PS, 80 лошадиных сил. Ну, вполне так этот мотор. Вот здесь сейчас получается сколько? 5000, с 5000 подхват хороший такой. Уже на газ реагирует здорово. Так, сейчас если вот я, допустим, спорт даже поставлю, я думаю, он сразу, наверное. Вот полный газ. Так, я здесь этот район не знаю, надо было мне хоть посмотреть, куда ехать. В прошлый раз я здесь, как раз мы здесь этот Сузуки тестировал я. Так, ну вот, 6-я передача. Не спеша еду. Классно. Классный мотоцикл, парни. Такой какой-то дружелюбный. Очень хорошо катится. А я и забыл, там у меня же кардан сзади. Ага, кардан. Ну, что-то я не ощущаю, что что-то была какая-то разница. Хорошо стоит, а? Молодец. Вот, ну, конечно, сразу говорю, я чувствую, что ветер, я мотора вообще не слышу, потому что ветер мне вот как раз сюда вот получается под козырек, в шлем, и чисто только ветер в ушах стоит, все. Я думаю, может быть, на видео будет слышно вот по звуку ветра, насколько разница. Мотора я практически не слышу, вибрации, я бы сказал, такие приятные. Толстые ручки, толще моих, вот. Да, ну коробка как-то, ну я вообще отвык уже от механики, поэтому не могу сказать, что прям, я не знаю. Ну, переключается мягко, но чувствуется немножко такая, какой-то люфт. За 120 переваливает, уже чувствуется, что проседает мощность. Ну, не то чтобы проседает, ну, как бы так уже. Вот, до 120 очень хорошо отзывается на ручку.
Переключатели отлично. Так, задний тормоз. Опа. Так. Ну, тормоза мне нравятся. Тормоза, по-моему, как-то это лучше, чем у Африки срабатывают. Они как-то ровненько так. О! Вот эту дорожку я нашел. Заодно сейчас протестируем. Подвесочку. Ну, вроде знака я не видел. Что, неужели нельзя сюда? Можно, я думаю. Ну, сейчас далеко не поедем здесь вот. Короче, что хочу сказать. Конечно, вот первое ощущение, да. Так, сейчас я его разверну сюда. Та-та-та. Ё-моё. Колотится он, капец, конечно. Как вам, ребята? Выглядит он, конечно, прекрасно. Прекрасно выглядит. Очень классный мотик. Едет он, в общем-то, неплохо. Вот. Ну, как вам сказать, неплохо. Ну, даже не знаю. Не Африка, конечно. Чуть-чуть похоже на гуся. Вот я на гусе всего один раз проехал там, ну, совсем немножечко, да. Вот по двигателю очень напоминает гуся. Сцепление выключаешь, он так чувствуется, мотор такой, это болтается там, коленвал так у него. Потом раз, так вот трогаешься, вот этот момент схватывания. Ну и, естественно, как оппозитный двигатель на гусе, продольный, да, коленвал, так у этого чувствуется вот этот баланс, его вот так вот он болтает в разные стороны. Вот, кардан, я ничего не заметил, что у меня кардан по ощущениям. Вот, единственное, только шума нет, да, вот это цепного шума. Наверное, это хорошо. Так, что еще? Конечно, вот эти фонари, да. О, вообще. А? Смотрите, какая красота. Вообще фонари, конечно, вообще. Вот это насчет этого, конечно, итальянцы, блин, мастера. Вот. Ну и так вообще сделан, конечно, здорово. То есть вот как мотоцикл. О, хотел сказать, посмотрел, думал, подножек нет. Вот они. Вот. Ну, конечно, это все, блин, капец. Но я думаю, что это все равно очень хорошо сделано, да. Вот, ну, представь, если здесь нет рамы, куда их? Вот это такие вот переключатели, да. Вот рычаг. Вот эксцентриком здесь он выставляется. Круто. Вот, ну, конечно, на бездорожье так вот налетаешь сюда, хресь в какой-нибудь камень. Алюминий так хресь, отломился, или здесь отломилось, или вообще вот здесь вот проушина вот это бум, и до свидания. Вот. Окей, ну защита тут. Но все равно трубы. Ну, здесь гуд. Вот это, конечно, довольно опасная вещь. Но это только уже в таком... Вот. Ну и здесь точно так же, да. Вот он, кронштейн. Где он там? Вон он какой. Фига себе. Вот это они заморочились. Но это хорошо. Все спрятано. Очень круто. Вот. Так, а где у него тут, кстати, это бензин-то? А, вот он. О, полный бак почти. Ну, я бы сказал, что у Туарека лучше панель. Она очень похожа, но у Туарека лучше. У него более информативный такой этот указатель оборотов, да. И
скорость вот крупнее так сделано. Вот я сколько видел, первое место это мне нравится, что первое место бы я отдал Туареку, второе, наверное, BMW, вот дисплею, да. Вот. Ну и предпоследнее место Новой Африки. Вот. Свою я не считаю, потому что у меня совсем другая система. Вот, кстати, да, сейчас заглушу. Вот это такое ощущение, что это дизель. Вот дизель, когда глушишь, у дизеля же закрывают топливо, и он так глохнет. И так... Вот, точно так же этот. Вот сейчас заводим, смотрим, как он будет сейчас вот так вот. Нифига себе, руль аж вот так. Вот. Ну, естественно, вот я даю просто газу. Он сразу отклоняется, да, вправо. Вот. Ну, это, конечно, ничего в этом такого плохого нет. Я не вижу, поэтому... Там вот первая плохо включала, сейчас вроде нормально. Оба, ну вот уже 2 раза я слышал, как стукнули пальцы. Вот такая легкая детонация. Дын! Цинь вот этот сдетонировал. То есть это говорит о том, что все-таки степень сжатия достаточно высокая. Ну, может быть, бензин там Е10 залитый. Так, ну-ка встанем. Ну, так, нормально. Ну, я бы не сказал, что он как-то это располагает к какому-то бездорожью. Да. Ну, в общем-то, динамика неплохая. Я думаю, что 80 лошадиных сил он отрабатывает. Легко, динамично разгоняется, без каких-то провалов, ровно практически. Поэтому, что тут скажешь. Так, а мы сейчас сюда проедем. Еще. Да, управляется он замечательно. Замечательно управляется. Я думаю, что вот он управляется как раз, наверное, как сейчас управляется вот Африка с 19-м колесом. Потому что все-таки 21-е колесо длинноходной подвески, вот в моем варианте, да, они доставляют мотоциклу немножко такой вялая такой управляемость. Здесь подвески более короткоходные, колеса как бы перед и зад уже близкие к одинаковому диаметру. Это уже сказывается на управляемости в положительную сторону. Так, не уехать бы мне куда-нибудь, чтобы я потом не знал, как выехать. Ну а так, здорово. Вот чисто вот компоновка у него такая классная. Цилиндры вот эти торчащие, вот нисколько не мешают. И красиво они так здесь. Ну, вот, допустим, представим, что это мой мотоцикл, да, вот я себе купил, вот я еду с сумками. Да, я сейчас еще заметил, посадка замечательная, только немного колени поджаты гораздо больше, чем у меня. Вроде я тут знаков тоже не видел, что запрещено было. Сейчас поднимемся наверх, там остановимся где-нибудь, еще поразглядываем мотоцикл. Ну, классно, классно. Не могу сказать, что мне прям что-то как-то вот не нравится, что-то там бесит. Нет, все замечательно. Довольно мягко переключается. Вот, может, единственное, я бы сказал, что ход
Ход такой большоватый чуть-чуть. Ну, чуть-чуть совсем так. Вот. Ход лапки переключения передач. Ну, вот здесь я сейчас остановлюсь. Ну, вот нейтраль, да, нейтраль ловится. На ходу неплохо. Ну, вот Урал. У меня Днепр был. Вот так вот. Вот эти вот ощущения один в один. Такие вибрации и такой рур-рур-рур. И вот этот такой звук, не знаю, генератор у него там, это самопривод генератора, возможно, или еще что-нибудь. Да, задние фонари, шикарная оценка. Задние фонари супер, передние фонари тоже супер. Да, вот это. Ну, вот в этом смысле, конечно, мотоцикл классный. Да, вот если вот как мотоцикл, мало того, что он выглядит очень здорово, вот до всех деталей практически, да, едет очень неплохо. Вот, я не могу сказать, что как-то там вот, что что-то там не очень хорошо. Ну, подвеска, понятно, что подвеска не очень длинноходная, поэтому чувствуются вот эти все. Вот, я думаю, что на каком-нибудь, на грейдере, на хорошем, подвеска, она, конечно, себя покажет. Маловато ее будет. Вот, я, опять же, да, друзья, я сравниваю со своей Африкой, да. Вот, поэтому, ну, у меня были разные мотоциклы, но все-таки вот последние, получается, 6-7 год я езжу на Африке. А что, здесь я, наверное, могу проехать? Ну, ладно, поедем назад. Вот, наверное, он немножечко легче ложится в повороты, да, заваливается. Ну, тут все пластмасс. Вот, да. То есть, получается вот этот угол, да, немножечко. А так вот я могу сказать, что вот я сажусь на него, да, расположение руля, сиденья, вот вообще не доставляет каких-то неудобств. Вот колени, да, вот они здесь четко. Вот даже вперед я не упираюсь там коленом в цилиндр нисколько, да, все как-то это здесь ровно. Вот, ну и сиденье довольно такое комфортное, вообще никаких неудобств не доставляет. Единственное, что да, по сравнению с Африкой, Африка все-таки повыше, и вот этот угол, вот он чуть-чуть поменьше получается, да, ну, побольше. Ну, вы понимаете, да, что не так поджаты. Вот, поэтому круиз-контроль у него, ну, тут как у Априлии все, зеркала такие же. Что еще? Что вот еще интересно? Я вот сравниваю, никакой я там не обзорщик мотоциклов, езжу там на всяких разных мотоциклах, у меня есть опыт, наверное, у меня есть опыт, там, грубо говоря, с десяток мотоциклов, на которых я ездил. Вот, но могу сказать, что каждый мотоцикл, который у меня был, вот, я его любил. Ну, по полю я не поеду. Был бы у меня этот, и я бы его тоже бы любил бы. Вот, но я люблю свою Африку. Вот сейчас. Ну да, ну классно, классно. Что тут скажешь? Вот, ну, нормально едет так. Мотоцикл производит очень приятное впечатление. Вот, оставляет за собой очень приятное впечатление. Да? Вот я сейчас уже полностью как бы к нему привык. Да, мне довольно все нравится. Вот. Не сказать, чтобы там вот как он едет, что-то особенное, там особая динамика, там еще что-то, управляемость. Нет. Все примерно, ну, я бы так сказал, на 4 с плюсом. Да? Вот если по пятибалльной системе. Все у него в норме. Вот. Ну и плюс, конечно, статус мотоцикла, да, это вот особый такой, у него особый вид, особый колорит. Вот, само имя, да, Мотогуци, вот, и вот эта компоновка
этот дизайн мотоцикла, это, конечно, тоже очень положительный момент, я бы так сказал. И вот вибрации не докучают нифига. Вот больше или я меньше, все очень здорово. Хорошая динамика. Вот единственное, вот тормоза задние как-то сильно проваливается педаль. Вот, а так хорошо он это стоит хорошо. Вот, сцепление очень мягкое, включается передача четко. Может быть чуть-чуть большой отход, но это опять же по сравнению с Хондой. Вот у меня, я долгое время ездил на, да, XR-ка, ну XL 600R у меня была Honda Pharaon, вот с ней если сравнить, и Доминатор, да. Потом, когда я пересел на Yamaha, там у нее уже коробка была гораздо хуже. Шестая, вот, едешь в развалочку. А, вот я круиз включил. Вот, пожалуйста, круиз включен. Да, летом, я думаю, будет жарковато. Вот сюда в ноги, в колени. Все-таки это воздушного охлаждения мотор. Вот, но зато это воздушного охлаждения двигатель. Вот, хочу еще сказать, у него здесь установлены валы, которые изменяют фазы газораспределения, да? Поэтому ему удалось поднять мощность. Вообще, я вот так вот смотрю, очень все это сделано хорошо, да? Вот, посмотрите, вот здесь, например, да, как бы ничего торчащего, ничего лишнего, все очень аккуратно. Вот, например, сейчас вот я руль поверну, вот здесь, да, все закрыто щиточками. Тут никакого там салата из этих кабелей, проводки тоже нет. Все тут закрыто, да. Все вот. Ну вот ламда-зонда тут торчит как-то не очень так хорошо. Вот единственное, да. Вот. Затем тут тоже вот с этой стороны. Вот. Ну, мотор такой. Сердце очень красивое. Вот, допустим, вот эти все трубопроводы, да, очень так аккуратненько все проложено. Тут тоже все закрыто. Вот посмотрите сами, все вот эти все зазоры, да. Вот опять же с этой стороны. Вот смотрим, как вот это выполнено детали. Тут тоже. Все очень-очень аккуратно. Вообще нет никаких нареканий. Вот насчет этого, да. Вот Touareg, он тоже такой весь такой классный. Я, допустим, если сравнивать ее с Yamaha, то вообще Yamaha такая корявая. Ну, я имею в виду старые модели. Вот. Все сделано супер. Ступицы колес, да, большого диаметра, что делает колесо достаточно прочным. Сама ступица, да, ну и плюс полая ось. Вот. Тоже ось большого диаметра и полая, то есть прочная и легкая. Ну и вот тут датчик ABS встроенный, да? Вот эти стальные трубопроводы, да, тормоза. Видите, все очень здорово и очень аккуратно сделано. Вот эти всякие штучки. Клево. Вот, например, смотрим, как сделано здесь, да? Вот посмотрите, что это? Тут торчит, тут торчит, тут торчит, тут торчит, тут. Все вот это какое-то корявое, какие-то там трубопроводы, тут какой-то салат, блин. Че это вот это загибулина какая-то? Вообще, вот посмотрите. Поэтому даже вот сейчас сюда заглянем, да? Вот тут, вон. Там кишки видно, там видно кишки. Так, сейчас я подъеду к нему еще раз. Померяемся. Чисто просто померяемся. Блин, ну Африка гигантская, а.
Просто офигеть, какая она большая. А? Как вам? Надо сфотать. Сейчас я сфотаю. Короче, из Африки его вообще не видно. Вот только вот взгляните. Камера, я надеюсь, что записывает. Так, ну теперь ощущения проверим. Ё-моё. Что я могу сказать, друзья? Как она идет, а? Африка. Блин, какая там нафиг Гуци? Я не знаю, или я просто привык к этим, так сказать, знаете, как к сандалям, которые уже растоптаны по ноге. Ну не, ну она так мягенько работает. Так вот, как-то ничего не дергается вообще. Ё-моё. Сидишь так высоко. Не, она стабильнее, мне кажется. Ну, пусть не обижаются на меня итальянцы. Африка это вообще, это вещь, ребята. Какие нафиг гуси, какие там гуцы. Африка Твин, это мотоцикл. Вот она как-то сама едет. Ну, во-первых, вот этот автомат, да, он как-то сразу располагает. Все, ты вот отдал управление, и все, и поехал. Ты только вот как бы рулишь. И вот это все-таки, я не знаю, вот эта посадка, ты сидишь на втором этаже, и он реально стабильно стоит. Я вот сейчас... Понятно, что за счет вот этой такой стабильности, да, его, он может быть более лениво ложится в повороты, так вот его надо перекладывать, когда особенно, да. Вот, тот может поострее чуть-чуть. Вот эти клевки, когда там нажимаешь на тормоз, да, и он так немножко не такой острый. Вот, но тем не менее. О, как она едет, а? Не, ребята, извините, но нас и тут неплохо кормят. Ё-моё. На. Шикардос. Афричка идет вообще шикардос. Особенно вот это 18-го года Adventure Sport. Потому что все эти новенькие, они... Это уже не то. Вот эта вещь. Она не просто едет, она плывет. Она реально плывет, она эти километры просто сжирает. Для нее... Че? Сколько надо? 1000? Сейчас. 1000. 2. Давай 2. Без проблем. Вон, видишь, этот он, тюлень. Ноги торчат, как у тюленя. BMW, наверное. Ну, конечно. А тут, да, вот сейчас я посмотрел, у меня ноги практически 90 градусов. Да, не практически, наверное. Ну, 85, наверное. И у меня тоже круиз-контроль теперь есть. Вот, пожалуйста. Вот. Все, отпустил руки. Даже боковой ветер. Даже я еду почти 150. Я спокойно могу убрать руки с руля и вот так фигачить. А? Как вам? Как вам, ребята? И я сижу, не сутулюсь. Ветер у меня сверху шлема фигачит. Это вот именно то, что надо мне. Ничего больше. Я готов рвать, как говорится, свой пуп, поднимать и вытаскивать ее из какой-нибудь жутко красивой локации. Но
Зато я ее не променяю.